Привет, друзья! Чин Сью Хо родился 26 января 1963 года в Гонконге. Как и его младший брат Чин Карло, он с детства занимался пекинской оперой под руководством легендарной мадам Фан Фа-фок и уже в 16 лет заключил контракт с одной из главных киностудий того времени Шоу Брос. Мучить симпатичного новичка братья Шоу не стали, и сразу же после эпизодической роли в боевике «Боксер из храма» он получил одну из главных ролей в масштабном эпике «10 тигров из Квантунга», в котором студия задействовала чуть ли не всех своих звезд. Большие роли не заставили себя долго ждать. Актера взял под свое крыло Чанг Чо, прикрепивший его к пятерке других актеров. 17-летний Чин начал появляться во многих их фильмах, таких как «Легенда о Лисе» и «Два чемпиона Шаолиня». Параллельно поняв, что таланты актера не исчерпываются его физической подготовкой, он начал сниматься у других режиссеров студии, хотя основным его жанром оставались боевики. Конец Шоу Брос в середине 80-х для многих звезд студии означал крах. История знает немало заслуженных актеров компании, которым понадобилось десятилетие, чтобы вновь отвоевать упущенные позиции. Чину очень повезло, потому что к тому времени ему было всего 22. Практически сразу же после расторжения контракта с Шоу Брос, актер устроился на Golden Harvest, где им занялся Сэмма Хун, которому талантливые экшн-звезды были нужны всегда. Сыграв небольшой эпизод во второй части «Моих счастливых звезд», Чин получил роль в легендарном «Мистере-вампире», который надолго свяжет его имя с мистическими экшн-комедиями. В последующие 8 лет, ознаменовавшие собой золотой период гонконгского боевого кино, Чин Сью Хо был на расхват у многих режиссеров. Он активно участвовал в урбанистических боевиках, многие из которых были недорогими, но делали его центральной звездой. Тем не менее, неразборчивость актера потихоньку вывела его из главной лиги экшн-звезд. Уже в начале 90-х он не брезговал откровенно трэшовыми боевиками, вроде «Мечты убийцы» и «Мести 6 драконов». На этом его звезда могла бы закатиться, если бы не Джет Ли и Юэнь Ву Пин, подарившие ему вторую главную роль, сначала в «Мастере Тайчи», а потом в «Кулаке легенды». Надо сказать, что Чин проявил себя в них замечательно, причем его роли в этих эпохальных фильмах были не столько боевыми, хотя возможность помахать ногами в обоих ему предоставилась, сколько драматическими, и справился актер с ними с блеском. Иные звезды бы после такого облегченно выдохнули, перекрестились и начали все заново, но Сью Хо этого так и не сделал. Он лишь с удвоенной силой нырнул в пучину трэша. Понятно, что традиционное боевое кино в середине 90-х переживало спад, но и с фильмами с позорными названиями не возвращаются. К слову, после них актер принял решение уйти из кино, и вернулся он лишь спустя 5 лет в небольшой, но яркой роли упертого генерала в историческом эпике «Битва умов». С тех пор его фильмография пополнилась только 2 фильмами: материковой драмой «Билет», которую снял артхаусный режиссер Джейкоб Чиунг, и звездной комедией «72 преуспевающих жильца», в которой засветился вместе с братом. Так и закончилась его карьера в боевом кино. Кажется, он имел все, что требуется для того, чтобы стать мегазвездой как минимум, отличную боевую подготовку и симпатичную внешность. Однако полное отсутствие харизмы как на экране, так и в жизни не дали ему встать на более высокий уровень. Чин успел поработать в 3 разных эрах боевого кино Гонконга, в каждой из них оставив заметный след, но оторваться от земли так и не смог. На пенсию он ушел ярким характерным актером, но не более. Однако и у него есть свои любящие фанаты, которые с удовольствием пересматривают его фильмы. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.